Моди у Трампа, а Папекян у Моди. Какая взаимосвязь? Вот с такими заголовками сегодня вышли в эфир из Баку все подконтрольные Алиеву масс-медиа. Далее цитируем наиболее интересные по содержанию. Индия, ставшая в последние годы для Армении поставщиком оружия номер 1, готовится увеличить импорт вооружений из США. Накануне президент Дональд Трамп заверил в Белом доме премьер-министра Нарендру Моди, что Соединенные Штаты не только увеличат поставки вооружений в Индию, но в итоге даже передадут ей истребители пятого поколения F-35. Позднее индийский министр иностранных дел Викрам Мисри сообщил журналистам, что Нью-Дели намерен тщательно продумать процесс закупки военной техники за рубежом, включая поиск и оценку предложений от производителей. Напомним, что еще недавно Индия была одним из крупнейших покупателей российского вооружения. Однако в последние годы эта страна, укрепляя военное сотрудничество с США и Израилем, сама стала крупным экспортером вооружений. С 2020 года экспорт военной продукции Индии вырос почти на 150%, достигнув в 2023 и 2024 финансовых годах до $2,4 миллиарда. Во многом этот рост стал возможным благодаря поставкам в Армению. За последние 2 года Ереван заказал у Индии артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, радары, реактивные системы залпового огня, антидроновые системы и другие вооружения на миллиарды долларов. А в эти дни в Индии находился министр обороны Армении Сурен Папекян, прибывший в Нью-Дели с очередным визитом для участия в оружейной выставке Aero India 2025 года и переговоров о дальнейшем углублении индийско-армянского военно-технического сотрудничества. Армянские СМИ сообщают, что Папекян достиг договоренности с индийским коллегой Раджнатом Сингхом о дальнейшей активизации военного сотрудничества, в то время как его заместитель Карен Брутян встретился с госсекретарем Министерства обороны Индии Санджаем Сетом. Баку с утра до вечера не только пристально следит за тем, как Индия, Франция, Греция и ряд других стран вооружают Армению, но и периодически предупреждает своих соседей. Если процесс милитаризации Армении будет представлять реальную угрозу интересам Азербайджана, то Баку не станет колебаться в принятии превентивных мер. Особенно опасным для Азербайджана станет сценарий приобретения Ереваном у Индии ракет «Брахмос» и «Пралай», о продаже которых между Индией и Арменией уже достигнуто соглашение. Это многократно повысит уровень угрозы для Азербайджана. В связи с чем Алиев заявил, что любые попытки Пашиняна создать за счет индийских ракетных вооружений некий баланс сил могут привести к серьезной военной эскалации и вынудить Баку прибегнуть к превентивным ударам. Постскриптум. Невесело в Соседистане и тревожно. Кстати, следует кое-что уточнить. Вопреки распространенному мнению, ни отец, ни сын Алиевы никогда не боялись ни Кочаряна, ни Сарксяна. Они боялись руководителей России до определенного момента. Сейчас, по всей видимости, Алиев не боится Путина. А это значит, что он боится Пашиняна. Как бы нереально это ни звучало, но это так. Сенсация, которой мы не заметили. Во время встречи Дональда Трампа и Нарендры Моди было объявлено о создании, а точнее о воссоздании, глобального транспортного маршрута из Индии в Европу через Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Это великолепная новость для Армении по целому ряду причин. Во-первых, маршрут не проходит через Турцию. По некоторым сообщениям, исключение Турции добился Израиль. Это означает снижение региональной и, как следствие, глобальной роли Турции. Во-вторых, маршрут свяжет между собой дружественные Армении государства, не только Грецию и Индию, но и арабских партнеров, отношения с которыми на подъеме, и Израиль, который в свете возможного дистанцирования от Турции может оказаться полезным Армении. В-третьих, и это самое главное, Турция будет вынуждена искать альтернативные транспортные маршруты в регионе и тогда обратиться к Армении. Наши инсайдерские источники все чаще говорят о скором открытии границы и возобновлении транспортного сообщения между Арменией и Турцией, и это будет еще одной крупной региональной коммуникацией, к которой также подключится Иран и та же Индия. Строго говоря, маршрут Индия, Аравия, Европа был анонсирован еще в сентябре 2023 года,
Но спустя месяц в Газе начались военные действия, и проект завис, поскольку чисто географически Израиль – самое тонкое и уязвимое звено в этой цепочке. Теперь же, когда Трамп намерен управлять проблемой Газы в ручном режиме, опасность для Израиля и всего транспортного проекта минимизирована. Постскриптум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе недавнего визита в Париж для участия в саммите по развитию искусственного интеллекта отправился вместе с Эммануэлем Макроном в Марсель, где, среди прочего, обсудил перспективы глобального транспортного проекта «Индия», «Аравия», «Европа», который свяжет Мумбай с Марселем. Нас ждут очень интересные времена. Министр обороны Армении Сурен Папикян 8 февраля 2025 года посетил Индию, где принял участие в авиационно-космической выставке Aero India 2025, в ходе чего осмотрел оружейные экспонаты и встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и договорились о развитии межведомственных связей. В рамках визита представители Минобороны Армении провели переговоры с Индийской организацией оборонных исследований и разработок ДРДО. Это продолжение активного взаимодействия. Ранее, в 2024 году, замминистра обороны Карен Брутян уже посещал Индию, а в последние годы Армения приобрела у Индии различные виды вооружений, включая РСЗО «Пинака», артиллерийские орудия, системы ПВО «Акаш» и боеприпасы. Примечательно, что после нынешнего визита пока нет информации о новых контрактах, тогда как ранее подобные встречи сопровождались утечками данных в индийских СМИ. Возможно, новые соглашения находятся на стадии обсуждения, а Индия смогла лучше контролировать информационные потоки. Сотрудничество между странами развивается, и в перспективе Армения может заинтересоваться более современными системами вооружений, включая баллистические ракеты, ПВО и авиационные технологии. Индия, в свою очередь, может предложить не только экспорт, но и совместное производство и передачу технологий, что могло бы усилить армянский ВПК. Армения в таком случае достигнет поставленных целей в диверсификации партнеров по программе перевооружения, максимально снижая зависимость от России. Индия, со своей стороны, может иметь надежного партнера в рамках своей военно-промышленной политики «Make in India» и укрепить свое влияние в регионе. Армения и Индия заинтересованы в стратегическом партнерстве, особенно с учетом перманентной напряженности в регионе и роста конкуренции между Индией и Пакистаном, союзником Турции и Азербайджана. Отметим, что после недавнего визита министра обороны Армении в Индию нет официальной информации о заключении новых контрактов на поставки вооружений. Любопытно, что ранее, после всех подобных визитов высокопоставленной делегации Армении в Индию, происходила утечка информации через различные индийские СМИ и индийских военно-политических блогеров о возможных заключениях контрактов на тот или иной вид оружия. На этот раз никаких подобных сообщений нет. Возможно, что индийцы смогли перекрыть внутренние каналы утечек в СМИ до обнародования официальной информации, или же на данный момент реально нет каких-либо продвижений в заключении новых контрактов. При этом, учитывая активное развитие сотрудничества между двумя странами в оборонной сфере, возможно, что на встрече министра обороны Армении Папикяна и министра обороны Индии Раджнатха Сингха, и особенно в ходе встречи руководителя военно-промышленного комитета Армении с руководством ДРДО, такие соглашения и технические детали будущих контрактов были обсуждены или находятся в процессе заключения. Если говорить о потенциале военного сотрудничества между Индией и Арменией, то он достаточно высокий, и поставки могут быть продолжены и расширены, включая более современные виды вооружений. Сотрудничество может включать не только новые контракты и инвестиции в оборонную промышленность, но и совместные военные учения и техническое партнерство. Одним словом, Индия и Армения практически вступают в стратегический союз, что не может не радовать. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и Закавказья.